Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео мастер-классе я покажу, как вязать вот такую дорожку крючком. Вяжется она очень просто и быстро, а смотрится очень красиво. Размеры моего стола 120 сантиметров на 80 сантиметров. И я связал эту дорожку, она у меня получилась 33 сантиметра в ширину и 170 сантиметров в длину. Я ее вязал вот такой пряжей, это 100% мерсеризованный хлопок. В этом моточке 125 граммов и 254 метра. Рекомендованный крючок под эту пряжу от 2 до 4 метров. Ну вот я и взял самый большой крючок 4 миллиметра. Я хотел, чтобы у меня работа была более свободная. Вот таким крючком я вязал всю эту дорожку. И вот именно этой пряжи, чтобы получился такой размер 33 на 170 сантиметров, я потратил 2 вот таких моточка. То есть у меня ушло 250 граммов такой пряжи. И вот это третий моточек, я его начал, то есть здесь еще очень много пряжи осталось. Это я его начал, чтобы сделать вот такие кисточки, но это уже остается на ваш вкус. И также я украсил здесь вот такими бусинами. Есть продаются деревянные красивые бусины. Вы уже смотрите по своему вкусу. В принципе, задерживаться здесь по этой дорожке нет смысла. Дорожка очень простая. Поэтому давайте начинать. Для начала работы я беру нить, кладу вот так на пальцы, придерживаю. Вставляем крючок под нить. Прокручиваем ее по часовой стрелке. У нас образуется вот такая петля. Теперь мы цепляем крючком нить, которая идет от клубка. И протягиваем ее в эту петлю и затягиваем. Этот узелок у нас за петлю не считается. И теперь выполняем цепочку из воздушных петель. Раз, два, три, четыре, 5 и так далее на нужную ширину дорожки. Главное, чтобы количество петель было кратное 9 плюс 1. Провязали цепочку из воздушных петель, я выполнил 64 воздушные петли и у меня получилось 33 сантиметра. Вот здесь я отметил маркером нашу последнюю воздушную петлю, у меня это 64. После этой последней петли мы выполняем 4 воздушные, раз, два, три, 4, как столбик с 2 накидами. Еще 3 петли, как арка, раз, 2, 3. И вот в эту последнюю петлю нашей цепочки, у меня это 64, мы провязываем столбик с накидом. Только я вяжу столбики удлиненные, вы же можете вязать столбики обычные. Я вставляю крючок в эту петлю, я сделал накид, вставил крючок, вытягиваю петлю. Я сначала провязываю одну петлю на крючке, а затем уже 2 и оставшиеся 2. И таким образом получается столбик с накидом удлиненный. Он немного выше обычного столбика с накидом. Итак, получается, с начала работы мы выполнили столбик с 2 накидами, 3 петли и столбик с накидом в последнюю петлю цепочки. Теперь выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Пропускаем 8 воздушных петель. Вот мы выходим отсюда и считаем со следующей. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9-ю по счету петлю мы выполняем столбик с накидом. В моем случае это столбики удлиненные. Провязываю сперва одну петлю, затем 2 и опять 2. 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. И сюда же, в эту же петлю, вяжем еще один столбик. В дальнейшем я буду произносить просто столбик или столбик с накидом, но вы уже будете знать, что я провязываю столбики удлиненные, но можно вязать и обычные. Выполнили столбик, 5 петель, столбик. Опять 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Мы опять отсчитываем 8 петель в основании. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9-ю по счету петлю мы опять вяжем столбик,
5 петель. Раз, два, три, 4, 5. И еще один столбик. Столбик, 5 петель, столбик. И опять у нас раппорт повторяется, вяжем арку из 5 воздушных петель. То есть вот таким образом выполнили здесь вот эту галочку с аркой 5 петель, опять 5 петель, пропустили 8, в 9 у нас опять идет столбик, 5 петель, столбик, и опять вот эта арка 5 воздушных петель. И таким образом мы провязываем цепочку до самого конца, и в конце я вернусь. Итак, от начала ряда вот мы провязали всю цепочку, я выполнил здесь последний вот этот блок, столбик, 5 петель, столбик, после них также 5 воздушных петель, и в конце ряда здесь мы также вот сделали 5 петель, пропускаем 8 воздушных петель, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, и в 9, как обычно, последняя здесь получается. Мы выполняем так же, как выполняли в начале, только в зеркальном отображении. Вот у нас идет сначала столбик с накидом, у меня это удлиненный, еще раз повторюсь, провязываю столбик, затем у нас 3 воздушные петли, раз, два, три. И самый первый у нас был столбик с 2 накидами. Мы выполняли 4 петли подъема. Я выполняю 2 накида на крючок. И в эту же последнюю петлю вставляю и провязываю столбик с 2 накидами. Но у меня это удлиненный. То есть я провязываю сперва 1 петлю, а затем уже 2, 2 и оставшиеся 2. И получается столбик с 2 накидами удлиненный. И таким образом мы завершили ряд. И теперь, чтобы приступить ко второму ряду, мы сперва выполняем 4 воздушные петли подъема, как столбик с 2 накидами. Раз, два, три, 4. И уже потом разворачиваем работу. И разворачиваем всегда в одном и том же направлении, чтобы у нас все было одинаково. Я разворачиваю всегда справа налево. То есть вот у меня работа справа, и я ее туда налево бросаю. Все, вот справа налево. Здесь у нас идет вот эта арка из 3 воздушных петель. Мы в нее провязываем 5 столбиков с накидом. Накид и выполняем 5 столбиков. Раз, два, три, 4 и 5 столбик. Затем сразу же в следующую арку соединяемся столбиком без накида. Вот у нас идет арка, в нее столбик без накида. Затем у нас идет опять следующая арка, вот между столбиками. Мы в нее вяжем также 5 столбиков с накидом. Сразу же после столбика без накида вяжем опять 5 столбиков. Раз, два, три, 4 и 5. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в эту же арку еще 5 столбиков. Если места чуть-чуть не хватает, можно вот так подвинуть столбики. Накид. И провязываем еще 5 столбиков сюда же. Раз, два, три, 4 и 5 столбик. Вот такие веера у нас получаются. И затем сразу же в следующую арку мы опять соединяемся столбиком без накида. Вот так, столбик без накида. Все, и далее у нас уже опять повторяется. То есть мы сразу после этого столбика без накида уже в арку здесь между столбиками вяжем вот такой веер. 5 столбиков, 3 петли, 5 столбиков. Опять соединились столбиком без накида. И таким образом провязываем ряд до конца. Итак, провязали от начала ряда все вот эти наши здесь веера. Выполнили последний. Здесь в последнюю арку из 5 петель мы также соединяемся столбиком без накида.
И в следующую арку из 3 воздушных петель, вот мы здесь выполняли 4 петли как столбик, 3 петли арка и столбик. Вот в эту арку сюда мы провязываем так же, как здесь в начале мы вязали 5 столбиков. Раз, два, три, 4 и 5 столбик. В самом начале мы провязывали 4 воздушные петли подъема как столбик с 2 накидами, значит здесь мы также выполняем столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок, и здесь вот от начала ряда мы здесь в предыдущем отсчитываем 4 петли, 1, 2, 3, 4, и в эту 4-ю петлю выполняем столбик с 2 накидами. Все, здесь вот так можно немножечко поправить. И вот таким образом мы завершили ряд. И теперь, перед тем, как приступить к 3-му ряду, мы сперва выполняем воздушные петли подъема и только потом переворачиваем работу. И этот 3-й ряд, у нас уже здесь раппорт повторяется, мы вяжем то же самое, что вязали в 1-м ряду. То есть у нас было столбик с 2 накидами, 3 петли, столбик с накидом. Выполняем 4 петли подъема. 1, 2, 3, 4, как первый столбик с 2 накидами. Теперь разворачиваем справа налево работу. Вот у нас здесь был столбик с 2 накидами, 4 петли. Еще 3 петли как арка. 1, 2, 3. Смотрим, здесь у нас был столбик, и мы также вяжем столбик вот сюда же, в это же основание, в этот последний столбик. Вот так, то же самое, что и в 1-м ряду. Столбик с 2, 3 петли, столбик с 1 накидом. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Мы пропускаем все столбики, и в арку 3 петель мы вяжем уже столбик, 5 петель, столбик, накид. И в арку из 3 воздушных петель выполняем столбик. 1, 2, 3, 4, 5. И еще 1 столбик сюда же, в эту же арку из 3 воздушных петель. Столбик, 5 петель, столбик. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И уже опять в следующую арку из 3 петель у нас повторяется. Мы вяжем столбик, 5 петель, столбик. И опять 5 петель, то есть точно такой же ряд, как был и первый. Вяжем так ряд до конца. Итак, провязали ряд до конца. Здесь в конце я уже выполнил арку из 5 воздушных петель. И также здесь в конце вот мы провязываем, как мы уже вязали, столбик, 3 петли, столбик с 2 накидами. В предыдущем ряду у нас здесь была, мы поднимали 4 петли как первый столбик, то есть в 4-ю петлю вот здесь можно отсчитать. 1, 2, 3, 4. В 4-ю петлю выполняем сперва столбик с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и столбик с 2 накидами сюда же, в эту же петлю. Вот так мы завершили ряд. И теперь, чтобы приступить к следующему ряду, он у нас будет вот такой, то есть здесь у нас уже все повторяется. Мы сперва выполняем воздушные петли подъема. Это у нас 4 петли как столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Вот как здесь мы уже делали. И теперь разворачиваем справа налево нашу работу. И вот в эту арку из 3 петель вяжем 5 столбиков с накидом. Выполняем накид и провязываем. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. Затем сразу же в следующую арку у нас идет столбик без накида.
выполняем столбик без накида в арку. И сразу же опять в следующую арку у нас идет вот такой веер. Накид и в арку провязываем. 5 столбиков с накидом. Раз. 2. 3. 4. 5. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И опять 5 столбиков сюда же, в эту же арку. Раз. 2. 3. 4. И 5 столбик. И затем уже сразу же в следующую арку опять соединяемся столбиком без накида. И таким образом мы провязываем ряд до конца. То есть здесь у нас уже все повторяется. В следующую арку опять вот такой веер и столбиком без накида соединяемся. Вяжем так ряд до конца. Итак, провязали здесь последний веер, столбик без накида в арку из 5 воздушных петель. И здесь, вот как в предыдущем ряду, мы выполняем также вот в эту арку из 3 петель 5 столбиков. Раз. 2. 3. 4. И 5 столбик. И теперь столбик с 2 накидами в 4-ю петлю подъема предыдущего ряда. 2 накида на крючок, здесь отсчитываем. Раз, два, три, вот она 4-я. Вставляем крючок и выполняем столбик с 2 накидами. Все, и таким образом мы завершили ряд. Он у нас такой же, как был второй ряд. И чтобы начать уже следующий ряд, мы также поднимаем сперва 4 воздушные петли, вот как здесь мы делали. 4 воздушные петли, разворачиваем работу, делаем еще 3 и столбик с накидом вот сюда же. Затем у нас идет арка из 5 петель и в эту арку 3 петель столбик, 5 петель, столбик. То есть все у нас уже здесь повторяется. Вы можете вернуть видео на 3-й ряд. Вот 3-й ряд будет такой же, как 5-й. Вот этот 4-й ряд будет такой же, как 6-й. То есть все то же самое у нас повторяется. И таким образом провязываем дорожку на любой нужный вам размер. И последний ряд мы заканчиваем вот такими веерами. И вот этот ряд, который у нас с веерами, вот этой стороной, это у нас лицевая сторона дорожки. А здесь изнаночная сторона. Все, провязываем так до нужного размера, и потом я вернусь. Итак, провязали дорожку на нужную нам длину, завершили последним рядом вот здесь с веерами. Здесь мы выполняем сейчас 1 воздушная петля подъема. Вот так разворачиваем работу здесь на боковую сторону. И выполняем 4 столбика без накида, вот прям за вот этот столбик с 2 накидами. 4 столбика. Раз, 2, 3 и 4. Здесь передо мной идут воздушные петли. Мы за них вяжем 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. И здесь у нас уже повторяется. Идет столбик с 2 накидами. Мы вяжем 4 столбика без накида. Раз, 2, 3, 4. И здесь опять 5 столбиков. Раз, 2, 3, 4 и 5. И таким образом мы чередуем 4 столбика 5, 4, 5 до противоположной стороны. И там я вернусь. Итак, я подошел уже здесь к противоположной стороне, то есть здесь у нас было начало работы. Здесь за последний столбик, вот так, я сделал уже 5 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, 5. Теперь мы здесь уже вот так разворачиваем работу. Вот
у нас здесь был столбик с накидом, мы вот так в его основание сюда провязываем 2 столбика без накида. Просто чтобы развернуть нам вязание. Здесь как бы уголок, провязали 2 столбика без накида. Все, а здесь у нас уже идут арки по 8 петель. Мы здесь пропускали 8 петель. И в эти арки я буду делать 9 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот эти столбики здесь мы вот так пропускаем. И сразу же в следующую арку опять 9 столбиков без накида. Раз, два. Все, я здесь потом довяжу. То есть здесь в каждую арку мы провязываем по 9 столбиков без накида. И здесь на углу я вернусь. Итак, провязали в последнюю арку 9 столбиков без накида. Здесь у нас было начало работы нашей дорожки. И в эту петлю я провязываю 2 столбика без накида. Уголок, 2 столбика без накида. Все, и здесь мы уже разворачиваем вязание на другую сторону. И здесь вяжем то же самое, что мы вязали на противоположной стороне. То есть сюда мы вяжем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. И здесь уже у нас идет столбик с 2 накидами. Мы за него вяжем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И чередуем. 5 столбиков, 4, 5, 4. И на противоположной стороне, на следующем углу, здесь в конце, я вернусь. Итак, подошли здесь к другой стороне нашей дорожки. За последний столбик я здесь сделал 4 столбика без накида, как обычно. И здесь в самую крайнюю петлю, вот этого у нас бока, получается, мы выполняем 2 столбика без накида, как уголок. 2 столбика без накида. Все, и здесь мы уже разворачиваем вязание на эту сторону. И у нас идут 5 столбиков с накидом. И мы выполняем в каждый столбик по одному столбику без накида, но только за вот эту заднюю петлю. У нас столбик состоит из задней петли, и вот она передняя. Мы только за заднюю цепляем. И выполняем столбик без накида. В следующий столбик опять только за заднюю петлю. Столбик без накида. Итак, мы вяжем в каждый столбик. Столбик без накида за заднюю петлю. Вот у нас 5-й столбик. Здесь у нас посередине был столбик без накида, мы его пропускаем. И уже в следующий столбик у нас опять идет 5 столбиков с накидом. И мы в каждый также за заднюю петлю по столбику без накида. Провязали 5 столбиков. Здесь у нас арка 3 петель. Мы в нее вяжем 2 столбика без накида. Только 2 столбика. Раз и 2. Все, здесь у нас опять идут 5 столбиков. И мы также в каждый провязываем за заднюю петлю по одному столбику без накида. Все, здесь у нас опять идет столбик без накида, который мы пропускаем. И далее опять столбики. И в арке по 2 столбика. Вот так у нас здесь получается. И вяжем таким образом до противоположной стороны. Здесь я вернусь. Итак, подошли к противоположной стороне. Здесь я выполнил последние 5 столбиков без накида. Здесь у нас уже начинается, мы выполняли в начале 4 столбика без накида. Я прям сразу же в первый из этих столбиков провязываю 3 столбика без накида. Также за заднюю петлю. Раз, два и 3. И здесь мы уже поворачиваемся и продолжаем вязать в каждый столбик по одному столбику за заднюю петлю до противоположной стороны. На противоположной стороне мы здесь делали 2 столбика без накида, в первый или во второй, неважно, это не будет заметно в конечной работе. В первый или во второй столбик мы также провяжем 3 столбика без накида за заднюю петлю. И здесь также по одному в каждый столбик. Здесь у нас также мы выполняли 2 столбика, в первый или во второй, неважно, провяжу опять
3 столбика без накида. И уже здесь, в самом конце, я вернусь. Итак, я подошел здесь к вершине нашей дорожки. Здесь в углу мы выполняли 2 столбика без накида. В первый я сделал столбик без накида. И вот в этот второй столбик я выполняю за заднюю петлю соединительный столбик. Все, здесь у нас уже идет первый столбик. За обе петли я также выполняю еще одну соединительную петлю. И здесь уже можно будет обрезать нить и спрятать хвостики. И сейчас я покажу, как сделать вот такие кисточки. Я, конечно же, беру такую же пряжу. Понадобится крючок поменьше, чтобы было проще протягивать нити. Ножницы, линейка и самое главное, я отрезал просто от коробки вот такой кусочек картона, обмотал его скотчем, чтобы нити более плавно скользили, было чтобы удобнее работать, просто обмотал вот так. И вы выбираете, обрезаете картон на такую ширину, на какую вы хотите, чтобы у вас получились кисточки. Вот у меня получилось здесь 8 сантиметров. Теперь нам нужно отрезать 2 кусочка нити размером 30 сантиметров. Теперь берем наш картон, прикладываем вот так нить, придерживаем. И нам нужно обмотать 20 раз вокруг этого картона. Вот так. Здесь внизу первый раз. То есть мы начали снизу и заканчиваем внизу. Раз, два внизу, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Вот внизу мы закончили, и здесь я уже обрезаю нить. Теперь мы берем вот так аккуратно, стягиваем всю эту нашу намотку аккуратненько. Для этого как бы скотч нужен, чтобы было намного плавнее, удобнее стянуть. Все, убираем. И теперь вот сюда, между, где мы наматывали эти нити, мы протягиваем одну из этих двух нитей. Вот так вставляем вовнутрь, протягиваем. И здесь пополам у нас, то есть получается эта нить. Вот так. Мы сейчас делаем 2 узла. Вот так. Один. И второй. Все, эти 2 кусочка мы откладываем пока в сторону. Здесь вот так аккуратненько мы все более-менее расправляем. Теперь мы берем другой кусочек нити, который мы также обрезали, прикладываем ее сзади нашей вот этой кисточки. Вот так примерно оставляем, сантиметров 8 здесь, наверное. Вот так прикладываем. И вот так его сюда поворачиваем, чтобы у нас он был в эту сторону, то есть кверху нашей кисточки. А с этой стороны мы начинаем обматывать другой конец нити. Вот так затягиваем и обматываем. Обматываем до тех пор, пока у нас этот конец не будет такого же размера, примерно как и вот этот другой, который мы сначала оставили. Все. Вот так у нас. Здесь также сверху оставляем этот кусочек. И с этим началом мы здесь его немножечко подтянуть нужно. Подтянули. И теперь опять здесь завязываем 2 узла. Чтобы узелок у нас был вот здесь на верхней части кисточки. Раз узел. И второй. Вот так. Все. Теперь мы берем крючок, вставляем внутрь нашей кисточки. Протягиваем ее вот сюда, на эту сторону. И цепляем вот эти 2 кусочка нити и протягиваем на противоположную сторону, внутрь нашей кисточки. Аккуратненько вот здесь вот так. И их можно подтянуть, одновременно прятав узелок. Вот так мы за эти 2 кусочка тянем, и у нас узелок уходит, вот все, он ушел вовнутрь. То есть здесь его теперь уже не видно. По желанию вы можете использовать бусины. Есть красивые также деревянные бусины. Ну, я нашел вот эти, купил такие. Здесь у меня целая упаковка, 500 грамм, 10 миллиметров эти бусины с большим широким отверстием. Я беру 3 бусины. Ну, это по желанию, можно и без них, конечно, делать. И теперь мы берем вот в начале, которые у нас были здесь 2 кусочка нити. Мы на них нанизываем бусины по желанию, если вы хотите.
Вот так. Все, теперь мы берем нашу дорожку. И вот здесь, где мы делали вот эти веера, у нас здесь было посередине 2 столбика без накида, вот прям между ними. Мы здесь вставляем крючок, берем нашу кисточку. И здесь с лицевой стороны на изнаночную я протягиваю одну нить из этих двух. Вот так протянули. И здесь мы аккуратненько так завязываем. Также на 2 узла. Узелок у нас будет с изнанки. Вот изнанка, вот так. Раз узелок и 2. Все. Теперь я эти 2 кусочка нити протягиваю обратно внутрь, одновременно прятав внутрь бусины. Вот здесь еще одна. Протянули. И здесь также внутрь нашей кисточки мы вставляем крючок. Цепляем эти 2 кусочка и также прячем вовнутрь кисточки. И теперь вот здесь вот эту накрутку, что мы тут делали, ножничками мы вот так все это дело здесь подтягиваем и пополам, то есть здесь мы это все разрезаем. Все, и так мы все кисточки делаем, привязываем к нашей дорожке. И здесь уже в конце, я думаю, удобнее, когда мы все кисточки уже сделаем и подровняем кончики наших кисточек. Вот так я сейчас причешу эту кисточку. Вот так, чтобы все было ровненько. Держу все вместе. И ножницами мы подровняем все это дело. И наша дорожка будет готова. Осталось теперь ее только отпарить, прогладить утюгом, и все будет готово. Поддержите мой канал, поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, и также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочку на группу я оставлю в описании к этому видео. Выкладывайте свои работы с хэштегом #VяжуСДуду. А с вами был я, Эд. До скорого!